Привет из Индии, с вами Вадьямо. Сегодня ровно на один день я отправлюсь посмотреть Джайпур, по мнению многих красивейший город Индии. И сразу скажу, достопримечательностей там так много, что за 10 часов все их посмотреть просто нереально. А в одно видео уложить тем более. Поехали! У меня свободный день перед завтрашним выступлением на школьном фестивале, и я использую его, чтобы посетить, возможно, самый красивый город Индии – Джайпур, столицу штата Раджастан. Мой друг Махеш заботливо составил список достопримечательностей этого города с самым удобным маршрутом их посещения, и рано утром посадил меня на один из автобусов из его городка Катпутли до столицы штата, которые проходят мимо каждый час. Вот она, моя первая поездка на общественном транспорте в Индии. Дорога между городами занимает 2 часа, а билет стоит 180 рупий, около 200 рублей. И это очень колоритное зрелище. Кого тут только не встретишь. И, конечно же, никаких правил безопасности. Заходят и спрыгивают прямо на ходу. Ну вот мы и приехали. Прощаемся с водителем и кондуктором и отправляемся наслаждаться прекрасным Джайпуром. Я очень люблю гулять, но тут времени мало, поэтому, чтобы не идти до ближайшей достопримечательности 40 минут, нужно вызвать такси. Uber и местное приложение Ola радуют низкими ценами, но сейчас час пик и время прибытия аж от 15 минут, но это все равно помогает. Вот этот парень сам подъехал ко мне и предложил поехать за 300 рупий. В ответ я показал ему приложение, где Uber оценивает такую же поездку в 100. В итоге мы сошлись на цене в 150 рупий. Неплохая экономия. Едем к ближайшей достопримечательности – разноцветному и сказочному дворцу ветров Хава Махал. За 350 рублей можно зайти внутрь, но у меня мало времени, поэтому в следующий раз. Зато сегодня я открыл способ увидеть Хава Махал с уникального ракурса, с крыши здания напротив него. Там располагается терраса ресторана, куда можно попасть, потратив всего 300 рублей на еду. Это заслуживает отдельного ролика, смотрите его на днях. Кстати, через пару недель я вернусь в Джайпур, чтобы снять там свой музыкальный клип, в том числе и возле Хава Махала. Насладившись видом и выпив кофе, я отправляюсь в следующее место по списку – Джантар-Мантар. Туда можно дойти пешком за 10 минут, а по пути насладиться колоритом местной жизни и, например, освежиться кокосовым соком. Каждый охлаждается по-своему. Я почти на месте. Джантар-Мантар оказался просто сказочным комплексом с десятками архитектурных шедевров. Очень хочется назвать его королевским дворцом, настолько классно он выглядит. Помните резиденцию императора Фредфорд? Так вот, Джантар-Мантар намного красивее. Хотя на самом деле он был построен как обсерватория. В этот день вход туда в виде исключения был бесплатным, так как на его главной площади снимали местный фильм. Вот это я удачно попал. Это место настолько прекрасно, что там можно гулять вечно. Теперь я точно уверен, что хочу снять часть своего клипа именно здесь. Надеюсь, получится. Красота Джантар-Мантара тоже заслуживает отдельного 10-минутного видео. Ждите его в ближайшее время. А пока я покажу вам немного движухи в его окрестностях. Вот торговцы зазывают тебя купить красивую традиционную одежду и сувениры. Кстати, клип будет на эту песню.
Я пробыл в Джантар-Мантар более 3 часов и все еще не хотел уходить. Но чтобы успеть увидеть все за сегодня, нужно было двигаться дальше. В этот раз я беру байк-такси и отправляюсь к Джал-Махалу. Это дворец на воде, построенный в конце 17 века. По дороге мы подружились с таксистом, и он подписался на мой YouTube канал. Берите с него пример. Hi from Russia. Nice seat. Very nice ride. Yeah. Как я понял, в сам дворец не попасть, поэтому остается лишь любоваться им на расстоянии, с берега. Зато вокруг происходит очень много интересной движухи. Например, свадебная фотосессия. Я не упустил возможности поздравить прекрасных молодоженов. Следующее место назначения – Центральный музей города Джайпура. Вообще, я не любитель музеев. Мне больше нравится ходить по улицам и видеть реальную жизнь. К тому же в таких крупных городах музей – это история на весь день. Например, вот в этом музее 19 тысяч экспонатов. Здесь даже есть настоящая египетская мумия. Поэтому тут снова просто наслаждаюсь красотой архитектуры снаружи. Кстати, тут мы тоже позже будем снимать клип. Немного экзотического уличного кофе, и я еду на следующую локацию. Это безумно красивые ворота города, Патрика Гейт. Именно тут через пару недель у нас получатся самые прекрасные кадры клипа. До заката оставалось буквально 1,5 часа, но я не мог не посетить еще пару древних горных замков, которые мне рекомендовал мой друг Махеш. Это крепости Нахага-форт, Джайга-форт и Эмбер-форт, с которых можно увидеть город с высоты птичьего полета. А еще, помимо красивой архитектуры, там можно увидеть, например, ничего не боящихся обезьян и других животных. Спасибо добрым индианкам, которые подвезли меня от одной крепости до другой, ведь шофер Убера, который привез меня туда и обещал подождать, уехал. Видимо, его выгнали конкуренты. Подробнее о поездке туда также отдельно в одном из следующих видео. На этом мой день в Джайпуре подошел к концу, но скоро я вернусь сюда снова, проездом на пути в Мумбаи. Я вызвал байк-такси до станции автобусов, и мой водитель в этот раз не отпустил меня, не посадив меня лично на нужный мне автобус до Катпутли. Кстати, автобус был в верном направлении, но не совсем то, что нужно. Он оказался спальным, и в итоге мне пришлось заплатить 500 рупий или 550 рублей за свое койко-место, которое на 2 часа дороги мне по сути не было нужно, но куда деваться, когда я уже был внутри. А это в 3 раза дороже, чем утренний сидячий автобус. Со спальными автобусами у меня будет еще более веселый опыт примерно через неделю, когда я решу поехать на таком автобусе из Мумбаи в Гоа, а это где-то 17 часов пути. В завершение скажу, что на такой прекрасный город, как Джайпур, нужно гораздо больше времени. Когда я приеду в Индию опять, то обязательно проведу там хотя бы неделю и уделю внимание каждому месту, даже музею. На этом на сегодня все. В 3 следующих видео я проведу вам подробные экскурсии по самым красивым из достопримечательностей Джайпура. Поставьте этому видео лайк, напишите комментарий, подпишитесь на канал и включите уведомления, чтобы не пропускать мои новые видео. До новых встреч в Раджастане!